в Грузии не рады русским. Сюда не надо приезжать, потому что вас здесь обманут, порежут, зарежут. Это все то, что мы слышали от наших друзей и знакомых, когда собирались сюда приехать. Однако, гамарджоба, мы в Грузии. И более того, в этот раз я не один. Со мной Яна, Виталя, Алина и Собакин. Мы сюда приехали снова на моей божьей колеснице. И, конечно, как всегда, перед тем, как сюда поехать, очередное огромное обслуживание моей машины. Как и каждый раз, когда я куда-то еду, были определенные сомнения по поводу этой поездки, по поводу вообще этой идеи. Сейчас я себя поймал впервые на мысли, что я не ощущаю, что это какое-то путешествие и приключение. Мы как будто, на дачу едем. Вообще, нафиг нам туда ехать? Можно же ближе было, куда-нибудь в Камское устье. Мне кажется, я старею, что ли. Типа, я дедушкой становлюсь. Если я становлюсь дедушкой, то таки рандофил получается. Логично. Как и я, Яна никогда не покидала пределов России. И из Казани мы стартовали вдвоем, по пути наведав ее брата. Мне кажется, отжали тачку. Что вы думаете о Саратове? Помойка. Ну, нормально пока. Заглянули в гости на званый ужин. И надеюсь, он сейчас все-таки выйдет из тачки, и мы поедем дальше. Я уже успел забыть, что ехать куда-то не одному – это гораздо приятнее, удобнее и легче. Мы заехали в кафешку «Калмыцкая кухня номер 1». Взяли калмыцкий, мать его, чай. Давай, пробуй. Да, иду. Мне страшно. Что здесь с глазами сейчас произошло? Мне не нравится. Какая-то смесь бульона какого-то странного молока и масла. Ты угадала. До Калмыкии мы долетели, можно сказать, на одном дыхании. И вся дорога, как говорят калмыки, была белой. Но, как я уже говорил, у нас в команде будут еще двое и собака. Виталию с Алиной мы перехватим под Ставрополем. Они только-только вернулись из трипа по Абхазии, что, к слову, стоит умолчать при въезде в Грузию. Дорога сюда занимает 2 дня, и сегодня 3-й день нашего путешествия. Сегодня мы преодолели границу, однако опасались, что не сможем этого сделать. И на КПП Верхний Ларс. У нас полный багажник. Но сегодня машина не особо шмонает. Одна из вещей, которые я боялся, это то, что придется весь багажник, просто весь абсолютно выпотрошить, а у меня там куча запчастей в сверточках страшных, которые выглядят как пистолет. Но это еще не все. Во-первых, впереди нейтральная зона. Мы едем как бы даже не по встречке, мы едем по обочине встречки. Я просто решил держаться за челом с грузинскими номерами. Я думал, что... Он знает, как нужно. Да. Вот, оказывается, так нужно. Охереть. А после нейтралки КПП самой Грузии, где, судя по чату, некоторых людей разворачивают даже без объяснения причин. У нас был Собакин, и документы у него были кривые, так что некоторые опасения у нас все-таки были. Я остался один, потому что здесь нужно высадить пассажиров, и они идут отдельно, а водители с машиной отдельно. Смешно будет, если их не пустят, а меня пустят. Или наоборот. Но, как видите, мы здесь. И надеемся проехать всю Грузию, познакомиться с ней, познакомиться с людьми и узнать, действительно здесь не рады русским, либо грузины на самом деле гостеприимные, радушные люди, какими я их себе и представляю. С Собакиным проблем не возникло, документов ему хватило. Теперь можно добираться до цивилизации и искать лари, симку и жилье. А путь до цивилизации здесь пролегает по страшнющей военной грузинской дороге. Однако уже и на этой дороге есть что посмотреть. Например, церковь Святой Троицы в Гергете. Потому что это одно из первых мест, которое попадается на дороге. И вот, собственно, мы сюда приехали. Дорога жесть. Это первое наше место. Мы сюда заехали. Я уже не понимаю, как я проеду Грузию всю, потому что дорога жесть. Машина с ума сходит. Я с ума схожу. Дело в том, что мы груженые, а серпантины здесь весьма впечатляющие. Но это того стоило. Церковь в Гергете – самая высокогорная в Грузии. Отсюда открываются шикарные виды и в хорошую погоду виден Казбек, в путь на который восходители отправляются именно отсюда.
опять не подготовились, не почитали ничего про это место. Ничего о нем не знаем. Просто приехали такие, о, Среди красиво. кучи таких же точек, про которые мы ничего не знаем. Да мы не знаем даже, что мы сейчас будем делать. Типа, сейчас нам нужно оформить страховку на машину, потому что здесь это обязательно. Да и в принципе, здравый смысл подсказывает, что это нужно сделать. Нам нужно найти лари взамен на рубли по выгодному курсу. И нам нужно найти симки, потому что сейчас мы вообще без связи. А дальше все. Что в Тбилиси? Все в Тбилиси дальше. Короче, мы не знаем, что будет в Тбилиси, где мы остановимся, что мы будем делать, где ходить. И... Пусть! Еще один отменник. I have Georgian money. Он ищет сам. 1500 лари на двоих. И у ребят сколько-то. Посмотрим, хватит ли нам. Ну да, нам невыгодно очень обменяли. Мы Это- почему-то думали, что это выгодно. В чатике, который посвящен проезду в Грузию, писали, что 25 лари за 1000 рублей, то есть по нашему курсу, которому мы нам продали лари, это еще нормально. Поэтому, ориентируясь на чужие знания, мы взяли. Это уже не 15 лари, как там на границе. А вот теперь у меня появилась еще и страховочка на машину, без которой здесь нельзя ездить. Всего лишь за 30 лари на 15 дней. Для понимания, по текущему курсу это 1200 рублей. Если брать до границы, по нашим деньгам сейчас 2000. Если брать прямо на границе, то 3000. Так что лучше проехать Степанцемиду, и сразу после нее справа будет стоянка для грузовиков, на которой, собственно, есть офис страховщиков. И вот теперь мы готовы колесить Грузию. Без страховки уже первая патрульная машина или камера влепили бы нам штраф 100 лари. О штрафах я еще, кстати, упомяну. А следующая точка на этой дороге – арка дружбы России и Грузии. Одна из двух сохранившихся композиций Церетели, посвященных единству и дружбе двух народов. И, разумеется, заглянуть сюда стоит не только потому, что это интересный памятник, а отсюда открываются шикарные виды. Это место как бы знакомит нас с тем, что нам предстоит увидеть в этой поездке. Кстати, интересный момент. Мы очень переживали, что нас сюда не пустят из-за собаки. Но пока что мы наблюдаем какое-то адовое количество просто диких дворняк. Том, я хочу туда. Я хочу сфоткаться на этом стульчике. Пока что Грузия встречает нас очень сурово, потому что погода портится. Пробки без мата, да? Пробки большие. Но мы уже, да, успели покоммуницировать с людьми. И создает хорошее впечатление. Нам тут сейчас продали симку. Это, я не знаю, дешевле или не дешевле. Может быть, нас обманули. Но суть в том, что сейчас все магазины, где симку можно приобрести, они уже закрыты. Нам симку отдали за 15 лари, и плюс мы еще 20 лари закинули. Ну, я примерно прикидывал, что у нас так на каждую симку и уйдет. Мы подключаем безлимитный интернет с помощью команд, которые как бы нашли на сайте. Только проблема, блин, вот в чем. Я не знаю, что тут. Гадахада. Гадахда хочешь, да? Давай. Давай гадахда. Вот смс-очка. Тавен, гарпсится в пакете у лимиту интернет-квир, доллари. Вот, до 8 получилось. все нормально, все подключилось. Нифига себе! Я уже почти знаю грузинский Всё. язык! Я сейчас еду по этой дороге в 2 часах от Тбилиси. Да, без мата же, да. Блин, ехать сложно. И разгоняться вообще не хочется здесь. Здесь периодически коровы ходят, собаки бегают. Пешеход из темноты вышел. Ну да, местным насрать, они гоняют. Я делегировал сейчас на ребят поиск жилья, потому что, возможно, мы сегодня уже куда-то заселимся. У нас один телефон с интернетом, вот они его туда-сюда передают. Что, есть что? Вот, сейчас перезвонят, еще следующий. За превышение скорости штрафы тоже не маленькие, а соблюдать скорость здесь очень сложно. Знаки ограничений часто незаметны, противоречат друг другу и не нанесены на Яндекс.Карт. Но мы все-таки добрались до Тбилиси. Мне начинает нравиться. Даже в темноте
мне начинает нравиться. Только я уже заблудился. Черт. Куда поворачивать? Кольцо езжай. Ладно, еще раз круг. Вот туда, видимо, что. Хороший обзор. Сюда. Мы сейчас стали на охеренно крутую горку, на которую я сейчас не знаю, как я тронусь, потому что у меня колеса будут буксовать. Здесь какая-то херня происходит. Они остановились зачем-то и просто заблокировали дорогу, капец. Не катись на меня. Они говорят, нет, Он ему прям показывает, назад давай, назад еще. Тут я. Что они делают? они играют в шашки. Пропустили все самое интересное, и я не то что буксовал. Ребятам пришлось выйти и толкать. Там все охренели, по-моему, от этой картины. Вот четко перед этой горкой я сказал, что мне начинает нравиться. Мне разонравилось. Было весело. Ты не была за рулем. Это не твоя машина. Да, вот у тебя жизнь мечтает. Мы сейчас едем по этому городу. У нас ощущение, что мы никуда из России не уезжали, что это Саратов какой-то, блин. Просто все вот эти вывески на грузинском, как будто у нас мы пьяные, у нас в глазах размывается, и мы не понимаем, что написано. 65 ватт. Ну, это выгоднее, чем 80. Двушка, да? Все, как тебе? Wi-Fi есть? Здесь Wi-Fi. Клево. Вполне себе неплохой двухкомнатный номер в гостевом доме Агата. Прям девочка. Да, здесь же мы, кстати, зазнакомились с чуваком, который нам провел краткий экскурс по тому, как здесь быть вообще. И рекомендовал на тачке больше никуда не ездить в Тбилиси. Итак, время обед. Мы снова продолбываемся по времени. Это фраза, которую я говорю всегда и везде. Сегодня у нас в планах гулять по Тбилиси. Исследовать его и, видимо, самостоятельно, потому что лень искать какие-то экскурсии. Сейчас пойдем, а там как пойдет. Как оказалось, здесь исправно работает Яндекс.Такси. Правда, расплачиваться приходится наличкой. Если вчера мы познакомились с огрузинившимся русским, то сегодня первым делом успели заобщаться с таксистом о политике, жизни, отношениях, и у нас уже в целом сложилось ощущение гостеприимства. Вот такой тут уклон. Как здесь ездят люди вообще? Особенно если вся эта брусчатка еще и мокрая, там после дождя, например. Это еще одна причина, почему мы сегодня перемещаемся пешком, а не на машине. Это то, что здесь в центре повсюду платные парковки. Если ты не заплатишь 1 лари в час, то машин твою эвакуируют, и еще ты будешь оплачивать эвакуатор, еще и штраф 50 лари. Проблема только в том, что нет паркоматов. Оплатить можно только с приложения. А для нас, россиян, мы как бы не можем этого сделать. Осмотр города можно начинать с парка Рики в самом центре. Все знаковые достопримечательности находятся в шаговой доступности. Правда, когда мы только вылезли из такси, нас ждало какое-то очень сильное дежавю. Будто бы мы оказались где-то в Краснодарском крае. Мы только вышли гулять по Тбилиси, нас уже облепили со всех сторон местные зазывалы, которые предлагают покататься на катере по... Красивка. Я забыл. Короче, идея вроде бы неплохая, но пока жаба жмет и немножко напрягает этот напор. Просто хотим пофоткаться, а потом уже Здесь, походу, нормально не погуляешь, по-любому будут заставлять на катер, даже если прокатишься. Не, ну мы вот этот мост пройдем. Там Мне кажется, меньше да, мы будет просто в предложений. опасной зоне, Да, где давайте тогда идем. там надо преодолеть полосу препятствий из-за завала. Пешком здесь перемещаться довольно комфортно. На уютных улочках много кафешек, баров, магазинчиков и, разумеется, истории. Грузия — это дофига старых и очень красивых церквей. Но мы туда, скорее всего, почти никуда не войдем, потому что мы не проходим по дресс-коду. А еще, оказавшись здесь, начинаешь чувствовать себя отпрыском страны третьего мира, когда просто видишь в магазине, ну, например, Кока-Колу. А еще здесь Инстаграм работает без VPN. А что такое Инстаграм? Тбилиси — это большой, почти европейский город. Сюда можно приезжать на неделю, ходить в серные бани, кататься по реке, удивляться платным лифтам, любоваться архитектурой, но мы здесь буквально на пару дней. Поэтому топаем в крепость Наринкала, или Наринкала, откуда открываются виды на ботанический сад, стройку и площадочку для самоубийств.
Но да, если пройти в другую сторону, вдоль древних стен, можно, конечно же, полюбоваться и городом. Прямо за крепостью Наринкала, как правильно, есть целый ботанический сад. Вход платный. 4 лари с человеком. В этом ботаническом саду есть не только разнообразная флора, но и водопад. И это один из нескольких водопадов прямо в самом Тбилиси. Я тоже так хочу. Я не хочу потом только сохнуть. Есть вот прям посреди города красивый водопад в каньоне, про который, наверное, уже все слышали, все всем рассказывали, только нам не повезло. Вот там гребаный забор. Типа мы туда не пройдем никак, если только разбежавшись, прыгнем со скалы. Одно из неприятных открытий Грузии – это цены. Еда, проезд, связь здесь обходятся гораздо дороже, чем в России. Здесь, по-моему, все, в принципе, в 2 раза дороже. А еще я практикую английский, потому что мы начали встречать здесь людей, которые... Показываю на Виталию, которые не говорят на русском, не понимают или не хотят понимать и пытаться говорить. То есть прям демонстративно английский. Но позже по этому поводу нас еще настигнет одно важное, но очевидное осознание. А пока мы лишь пытаемся понять, не связано ли это с общей политической повесткой и агрессией России на Украине. Тем более, что здесь действительно много украинцев, им сочувствующих и спасавшихся от мобилизации россиян. И неожиданно наступил вечер. Все дело в том, что в какой-то момент, гуляя по Тбилиси, мы поняли, что мы умерли. Мы ехали обратно в гостевой дом, и нас просто срубило. Сейчас жара немножко спала, наступил вечер, мы заехали сюда на фуникулере. Виталий, это на счет 3. Слушай, она реально качается. Смотри, ты что думал, нет, что ли? Мы вон над рекой. Красиво будет, мультик. Жизнь в ночном Тбилиси кипит, и здесь есть куда сходить и чем заняться, разумеется, при наличии денег. Ну и просто погулять тут тоже весьма приятно. Да, наша родина мама как-то выигрывает в зрелищности. Здесь очень мало места, чтобы восхититься. Мы в ирландском пабе. Почему мы вообще в ирландском пабе? Мы приехали в Грузию, мы в ирландском пабе. И поэтому мы пьем пиво. Наш путь начался, ребят. За то, чтобы он хорошо прошел и закончился. Чтобы было еще много-много путешествий. Ну, сейчас вдруг поняли, что нам завтра, в принципе, уже уезжать надо. Еще до хрена чего успеть и до хрена чего посмотреть. Двигаем потихоньку домой. Улетали в этом дроне. Ночью охерительно вспухла батарейка. Я боюсь, что этот дрон превратится в дрон камикадзе. Блять, убери вот меня. Иди. Как говорится, спасибо этому дому, мы идем к другому, который несем с собой. Сейчас мы покидаем, видимо, уже Тбилиси и двинем в сторону пещерных городов, каньонов и вот этого всего, всей этой прекрасной Грузии, которую, надеюсь, не затопило нахрен вчерашними дождями. Ребята пока что ушли в магазин за дождевичками. Я припарковался прямо на заправке. О том, что парковки платные, и о том, что за все здесь сулят нехилые штрафы, нам рассказал чувак из России, которого мы встретили в том гостевом доме. Он стал нашим таким небольшим гидом-проводником по местным традициям езды. А еще, кстати, интересная вещь, которую он рассказал. Нужно быть особенно аккуратным при соблюдении правил дорожного движения, если где-то рядом по дороге едет Шкода. Потому что 90% Шкод, которые есть в Грузии, это полиция. И да, полиция здесь очень часто патрулирует улицы, потому что полиция здесь выполняет функцию полиции.
а не гопников, как у нас. А здесь, если тебя остановили полицейские, значит, ты действительно что-то накосячил. Просто так здесь не останавливают, здесь не пытаются докопаться, только если ты дал какой-то повод. И да, если уж так случилось, что ты накосячил и тебя остановили, не вздумай пытаться торговаться, предлагать взятку, потому что здесь полицейским быть — это честь, потому что здесь полиция — это блюстители правопорядка. И для полицейского может быть просто оскорбительно, что ты предлагаешь ему взятку. Выезжать из Тбилиси навигатор предложил в объезд местного огромного водохранилища, так называемого Тбилисского моря. И тут нам повезло, так как, двигаясь по этой дороге, мы заметили где-то вдалеке какую-то гигантскую необычную структуру. Оказалось, что это храм и композиция Зураба Царетеля, являющая собой всю историю Грузии, возведенную в гигантские монументы, крышей для которых служит само небо. К сожалению, ни фото, ни видео не способны передать все величие этого памятника. Здесь ощущается невозможность охватить взором сразу все. Ощущается какое-то величие и превосходство этого места. А именно это ощущение здесь и важно, так как каждый из этих колонн рассказывает о религии, истории и традициях всего времени, что существует Грузия. Ну а мы двигаем дальше и все глубже в историю. Узкие извилистые дороги ведут нас к месту быта и жизни более древней Грузии и людей, ее населявших. И вот мы приехали в пещерный город Уплесцихи, точнее историко-архитектурный музей-заповедник. Это то, что та информация, которую я читал, она неверная. Билет стоит дороже. Плюс гид 45 лари, а еще с собачками нельзя. Уже на территории уже есть собаки. Туда нельзя с собаками, да? Я снова качал свой английский. Нам сказали, что все живые мясные гиды заняты и русские сосите. Нет, нам сказали, что мы можем взять аудиогид. И сейчас я буду настоящим живым мясным гидом. Я сейчас буду делать умный вид и рассказывать про Уплесцихи. Уплесцихи – один из первых городов Грузии. Основанный в конце второго тысячелетия до нашей эры, он переживал подъемы и падения и окончательно был покинут и заброшен только в 19 веке. Сейчас это руины строений и высеченных в скале помещений, в которых сохранились следы традиций и быта людей того времени. И в таком месте невольно представляешь, как жили и чем дышали те люди. Я чувствую себя как дома. Типа древняя Яна такая обиделась и пошла к себе в комнату. Просьбу не беспокоить. Надо делать свои древние дела. Потянулся, штаны поправил. Такой. Лепота-то какая! Реально красиво, очень красивый вид. Но, разумеется, надо понимать, что все это построено не от хорошей жизни. А высекались все эти помещения вообще руками рабов на протяжении многих лет, и неизвестно, сколько жизней было положено на то, чтобы кто-то мог жить в этих пещерах. Здесь когда-то были даже двухэтажные пентхаусы. Типа вот здесь были балки и был пол второго этажа. Здесь они футбол смотрели, типа плазма. Нет, там просто маленькие уплесцихцы сидели и играли театр. Горшок. Не, скорее всего, это какая-то ступа была, но, блин. Но в нее газили. Все, убирай. Ребят, как вам моя экскурсия? Мне нравится.
Идеально было бы заночевать в одной из этих пещер, но это музей. Так что мы двигаем дальше, в сторону Боржоми. А встанем мы где-то на подступах, на полянке, которую нашли на карте прямо на ходу. Я на самом деле считаю, что собаки гораздо лучше, чем кошки, потому что собаки умнее. Но есть в них один такой весомый минус. Они валяются в говне и жрут говно. Надеюсь, хотя бы не человековое. Он просто как будто бы такой говно, и вот эта сторона. Да, он так и делает. Они еще любят в тухлятине валяться. Ну, там, В трупах? Да, в трупах. Причем они еще как-то он избирательно делает, то есть он после того, как поваляется, от него пахнет вот дешманским дедушкин одеколоном. Не трупами. Он валяется в трупах дедушек. Я, честно говоря, слабо понимал, что делать в Боржоми. Но его к посещению рекомендовали абсолютно все. Во-первых, конечно же, из-за самих источников целебной водички. Надо пробовать? С сероводородом? Как будто бы в этой водичке сварили тухлых яиц. Но минерал тоже есть, конечно, да. И как будто даже чуть-чуть газировочки. Да, Хотя, возможно, это сероводород. с сероводородом. Здесь есть холодная Боржоми и теплая. Теплую можно попить на территории парка, вход на который платный. И вот тут нас снова облепили зазывалы, которые весьма логично и наглядно расписывали выгоду поездки с ними на багги, нежели пеший проход в парк. Виталий надо брать с собой, потому что он только что выторговал экскурсию, которую нам изначально предлагали за 150, за 100, в итоге мы поедем вот на этом. Нам эта поездка обошлась в 100 лари и в программе водопад, купе и бесплатный проход в парк. Это не водопад, это река, которая течет по камням. И чтобы к нему пройти, нужно заплатить еще по 2 лари с человека. И мы посмотрели и поняли, что Он этого не стоит. Да, мы так могли приехать сюда на машине, заплатили 100 лари за то, чтобы нас сюда привезли. нет, ну... А еще и за парковку, чтобы машину нам пока подержали в заложниках. Почему вообще изначально решили заплатить и доехать? Потому что, оказывается, вход в парк Боржоми стоит 5 лари с человека. Это уже на 4,20. Подъемник, если на подъемнике подниматься, что все рекомендуют делать в этих ваших интернетах, это по 15 лари с человека. Хотя вы на эти писали 7. То есть это уже 60 лари. То есть, грубо говоря, мы докидываем 40 лари, и на машине нас везут, что-то рассказывают, показывают. Довозят до речки еще, типа в укромное местечко, чтобы искупаться голиком. Но вот обидная тема, что, оказывается, туда, в принципе, можно было и на машине добраться самим. Так, тема на будущее, подробно изучать места и посматривать, можем ли мы туда сами добраться. Потом вот так вот делаешь. Это типа как те игры для детей, да, где ты так и должен угадать. Соотнеси следы. Корова говорит му. А, Да, Виталий, молодец. понятно. Вот так, вот эти два. Вот этот и вот этот он вот так оставляет. Кошки, да, ладно. А ты представляешь, ты сейчас правильно сопоставишь, и что-то произойдет, там, не знаю, пещера откроется. Та тропа, где оставил нас водитель, по сути выход из парка Боржоми. И если вход платный из КПП, то выход свободен и можно просто спуститься в парк бесплатно. Это бар. Типа здесь наливают стаканчики Боржоми. Теплый Боржоми, вот. Хочу. А ты ждал, что я покажу. Глотай. Бутылированные? Давай, пей с проглотом. А есть здесь Здесь же в парке есть памятник Прометею, или же Амиране, герою грузинского эпоса, который, вопреки воле богов, подарил людям огонь и научил обрабатывать металлы. Да, у Грузии есть свой Прометей с огнем и орлиной печенью.
А мы, закинувшись хачапурьками, на которые я тут, кстати, подсел, двигаем в сторону еще одного пещерного города. На этот раз это Вардия. И, к слову, если искать это место на Google картах, можно уехать не туда. Ориентир – село Гагашени. Вот это уже, бля, пещерный город, не то, что тот. Как тебе? Будем сейчас там бродить. Виталий с Алиной решили, что второй пещерный город, второй день подряд им смотреть не хочется. Поэтому пошли мы только с Яной, но мы зажопились и не взяли аудиогиды, как в прошлый раз. Однако я проявил чудеса смекалки. Более мощные силы природы. Во время сильного землетрясения Так что 1283 году идем просвещаемся. Вардия – это не совсем город. Скорее, монастырь-крепость. Ему лишь 9 веков, и существовал он в полной мере всего лишь 100 лет. Но в момент своей постройки это было грандиозное сооружение, уходящее вглубь скал и являющее собой неприступную цитадель. Но землетрясение, обрушившее город, оставило нам всего лишь 100 из 600 изначальных помещений. И ввиду особенностей скал, обрушения теоретически возможны и в дальнейшем будущем. Там что, просто стены шкаф? Я себя сейчас поймал на мысль, что мы ходим по этой Вардии. Она гораздо круче, она больше. Здесь гораздо четче барельефы остались, и все эти арки. Гораздо четче геометрия. И мы ходим в ожидании, что мы сейчас куда-то зайдем и уйдем в какой-то тоннель в глубину скалы, и там будет многоэтажное здание внутри. А, блин, нет, это все просто помещение размером в 1-2 комнаты. А еще со всеми этими заборчиками, которые установлены для безопасности, этот древний скальный город выглядит как, не знаю, какой-то лухари-отель для мажоров, которые хотят прикоснуться к аутентичности. И в этом плане Углесцихи как-то поприятнее для прогулок, потому что там гораздо меньше вот таких заборов, больше простора для побегать. Попрыгать. И вот я такой стою, смотрю на этот древний город, и вдруг я вижу вот там... Я вот там за углом увидел Виталию. Алина с Виталием все-таки сюда как-то пролезли. Очевидно, не через главный вход. Майка, привет. Вы как нахрен? Вы типа, что, это оттуда? Оттуда. Серьезно, блядь? Да, мы церковные служители, ты не в курсе? Я сейчас не удивлюсь, если они реально где-то затерли такую тему, что они церковные служители, их попустили просто... Эй, надеюсь, нам сейчас не вкатит люлей. Ну, просто не надо тут задерживать. Ну, пойдем. Извинили, пошли. Хорошо, немножко. Ян, помнишь, обсуждали, что где-то вот будет какой-то тоннель? Если верить тому, что я прочитал об этом месте, раньше город имел целых 8 этажей помещений, уходящих на 50 метров вглубь скалы. Давайте разделимся, как это бывает в фильмах. Я сюда. Как будто коридоры сделали специально под тебя. Просто ловушка какая-то. Типа, ты идешь в темноте. Или, да, судя по звуку, они сейчас туда спустились. Ребятки, наверх посмотрите. Это, судя по всему, убежище. И, судя по всему, когда-то оно не очень было, потому что этот город брали и персы, и турки. И монахов здесь сжигали. На этом мы прощаемся с Древней Грузией и отправляемся в живописный Мартвильский каньон на западе страны. Правда, вот дорога окажется не без приключений. Приехали каньоном где-то в 3:30 ночи. Оказывается, перевал между западом и востоком Грузии на ночь для легковых машин закрывается, а объезд этого перевала — это какая-то долгая, адская и петляющая, как пьяный удав, узкая дорога где-то между ничем и нигде. Я уже абсолютно насрать, я не хотел
расстилать палатку. Виталий с Алиной, так как я бы их тут раздавил, я их пинул. Они поставили палатку и спали. Хей-хоп, ла-ла-лей. Я жив, а вы? Привет. Стоял на моей поляне. Без Ага. Ларри. Ага, вот я камнями тебе дам в багажник положу. Такой воршливый дед вышел из леса. К нам уже, кстати, подошел местный грузин. Местный грузин, блядь. Вот есть не местный грузин. И предложил за всего 10 лари показать нам водопад, где можно искупаться. Но мы научены горьким опытом 100 лари за местечко, которое, в принципе, мы могли найти сами, решили отказаться от столь щедрого предложения и просто посмотреть на Organic Maps какие-нибудь водопадики. Тот грузин говорил, что на картах этот секретный водопад не отмечен. Потому мы просто начали прочесывать местность, и первое, что мы нашли – местная ГЭС с пусть и искусственным, но красивым водопадом. А главное, там можно было искупаться. Мы реально как бомжи. Мы, блин, речку нашли, постирались и помылись. Че как, ребят? Все вовремя успели, потому что мы как только надели труханы, вот там появился какой-то грузин, начал что-то орать, и вот пришли люди и начали снимать. Еще не успели труханы надеть, видишь, там маленький плавал. Ну да, я не успел труханы надеть. Так что мою жопу кто-то видел. Мы, в общем, хотели спуститься в каньон Матвилля, чтобы покататься на лодке по этому живописному каньону. Но здесь уже на месте узнали, что катание длится всего 10-15 минут. И за это нужно заплатить 32 лари. Вообще прикольно. Что, разоришься на лодку? Собственно, вот та точка, в которой, видимо, лодка доплывает и разворачивается обратно. Ну, действительно, расстояние не очень большое. Вот. Нам уже предложили альтернативу, конечно же, за 100 лари нас покатать по водопадам. Мы вспомнили наш вчерашний опыт и решили, что мы сами знаем, где все находится. Открыли Organic Maps и двигаем куда-то в какое-то место, которое называется Балда. А потом, возможно, мы даже пойдем в Мартвильский каньон пешком. Кто его знает. Навстречу приключениям! Дальше мы накидали примерный план, и все пошло не по нему. Карту я отдал Виталию, чтобы тот вел нас до водопада или каньона. Он же, в свою очередь, понял меня неправильно и привел нас к пещере. Ну, раз уж мы здесь, было решено взобраться наверх и найти эту самую пещеру. Однако и тут нас ждали некоторые сюрпризы. Вообще капец матрасные туристы. Пошли вот в такой обуви, в таких шортиках, сандаликах. Через вот эти вот вьетконговские ловушки. И типа вот вся растительность здесь, она имеет колючки. Они прям впиваются в кожу. Поэтому девчонки решили нас нахер послать, а сами пошли в машину. А мы все-таки, у нас гештальт открылся. У нас закрыть. Надо его дойти. Вот как через вот это вот прозираться. Потому что пройти приходится вот всю эту херню расплетать, блин. В общем, ни хрена мы никакую пещеру не нашли. Вообще непролазные джунгли какие-то. Решили спускаться, но Виталий решил, что у него свой особенный путь. И сейчас я его не вижу. Я не слышу. Виталь! Да ёб твою. Виталия все-таки нашел возможную тропу к этой пещере, но к этому моменту мы уже оба были уверены, что ну ее нахер. Нас ждет водопад Каху и каньон Балда. Или Балда. Сейчас Алину снесет, мне кажется. Просьба Марселя. Хотела же по мостику. Это другой каньон вообще. Проникновение. Ну и
конечно же, мы не забыли про поиски того самого секретного водопада, о котором нам говорил грузин. Мы снова в Ельне. Не знаю где. И уже ближе к закату мы его все-таки нашли. Итак, вместо того, чтобы платить 32 лари с человека, чтобы покататься 10-15 минут по каньону, мы нашли гораздо более красивое место в этом же каньоне. Здесь, в отличие от того места, можно еще и искупаться. Что мы сейчас и сделаем? Мне кажется, он нас хотел сюда привезти, нет? Мне кажется, да. Тот грузин, который хотел с нас взять 20 лари за то, чтобы показать нам секретный водопад, хотел привезти нас как раз сюда. Но... В итоге, немного подумав, мы послушали Яну Витальевну и решили поехать в Батуми. Посмотрим город, повидаем друзей Яны Витальевны и немножечко помоемся, как люди, а не как бомжи. А потом, кто знает, что нас ждет. Может быть, мы поедем в Венецию, может быть, мы найдем еще какое-нибудь прекрасное, интересное место. А может быть, мы двинем в Ереван, Армения. Мне начинает нравиться это приключение, особенно после сегодняшнего дня и после нашей сегодняшней маленькой победы. Ну, вот я снова на Черном море. Сейчас мы Алину с Виталием оставим здесь, где-то на берегу. Они поставят палатку, а мы поедем к друзьям Яны Витальевны. Там места очень мало, и влезем только мы вдвоем, и тут с грехом пополам. Я смотрю на это местечко, и я бы сам здесь остался вообще с удовольствием. А здесь красиво. Темно, правда, ни хрена не видно. И вот у нас блогер. Блогер у нас. Он у нас блогер. Еще так. Мы заехали к друзьям в Италию. Они звали нас ходить по барам, но так сложилось, что мы сами принесли бар им. Да. Че, ребят, как вам Грузия? Вы тут... смотри, уже грузины почти. Вы же тут уже год, что скажете про Грузию? Нас тут любят, не любят? Акварелия Сакартвелла. Так, а можно перевод? Мы еще не выучим. Сакартвело — это Грузия как раз. Короче, еще одно подтверждение, что сюда можно ехать. И жить год. Я сегодня где-то, наверное, полчаса вообще не слышал будильник. Ребята, вы еще не пожалели, что нас приютили? Честно говорить. Итак, мы видим это место с утра. И, как я сказал, здесь офигенно. Вот так выглядит рабочее место фрилансера. Это Батуми. Изначально турецкий город, который стал грузинским после одной сталинской сделки, о которой я еще упомяну. Довольно приятный, аутентичный и такой же крупный, как Тбилиси, он манит как туристов, так и беженцев из России и Украины. Нам Таня сказала, что здесь те украинцы, которые сюда сбежали от войны, не проявляют агрессии, даже если пересекаются лично с русскими. Более того, все люди дружелюбные, но если вдруг я мимикрировал. Батуми – одна из главных точек в путеводителях по Грузии. И мы планировали посмотреть архитектуру старого города, погулять по барам, увидеть памятники, но к этому моменту наш режим перемещения дал о себе знать. Я был настолько вымотан, что хотелось просто спать и откисать в море. Что им скажете? Я хочу спать. Мы сейчас, скорее всего, дойдем до ребят. Я там немножечко умру. Ну, так как мы в Грузии, мы захотели поесть грузинской кухни. И взяли белорусских драников. Ну, вкусно, да? Блин, я сейчас усну. Прям у меня морда в драники, сейчас усну. Мы сейчас купили, короче, драконий фрукт. Я наконец попробовал, что это за хрень. На вкус это гребаная редиска и киви. Знакомьтесь, это два гомосексуалиста. Это два парня, между прочим. Маленький черный вообще дурной, я за ним ночью бегал. Я выхожу к машине, он просто выбегает на улицу, выбегает в чужой дом. Вы давно мальчика не было.
человек? 6 в Харизме, не считая собаки. Че, как вам там удобно? Заебись. По ощущениям, я как будто еду как на катере, который мордой вверх. А сегодня мы планируем заночевать на пляже, там, где вчера ночевали Виталий с Алиной, потому что это местечко реально клевое. А утром, прямо рано, мы пойдем в ботанический сад, потому что на него нужно выделить очень много времени, потому что он очень большой. Что-то пошло не по плану, да? Ты очень старался, правда? Сие творчество. Виталий снова работает. Знаешь, это первобытному человеку дали компьютер. Встать в этот день мы должны были часов в 7 и уже в 8 двигаться в ботанический сад. Но, как видите, мы вдруг словили дзен. В общем, ботанический сад мы, кажется, продолбали. Но зато наконец-то выспались. Мы же на море оказались, ну как не поваляться на пляже. Ребятам понравилось так ездить, поэтому снова в этом составе. Мумуки. Раз уж мы продолбали ботанический сад, мы решили довериться ребятам и вместе съездить на старый каменный мост царицы Тамары. Старый, каменный, красивый, но нас особо не впечатлил. И еще там же есть водопад Мохунцети. Водопад, в общем-то, обычный, один из множества таких же водопадов в Грузии. Однако он считается самым высоким в регионе. Правда, нам не очень повезло, и мы застали его в не самый полноводный период. Говорят, обычно он гораздо шире. И, в общем, на этом тут все. И мы все-таки едем на пляж. Купаться. Дождь идет. Ну, вроде проясняется солнышко. Солнышко подвинется, не видно солнышко. Вот там солнышко. Может быть, мы даже позагораем. Прикиньте, ребят, мы почти в Турции. Мы проехали Грузию вдоль и поперек, можно сказать. Типа мы доехали от России до Турции. Вот там впереди нас КПП, который мы можем преодолеть, по сути, и закупиться турецкими шмоточками. Но мы сейчас возьмем вот туда, купи-купи. Там, вот там, уже Турция. Там даже не придется лететь. Сколько пингвинов из 10? 11. Какова была вероятность, что ты разобьешься? Ну, я прыгал туда же, куда и он, но, по-моему, не попал. И здесь, на границе с Турцией, мы прощаемся с Батуми и друзьями Яны. А переночевать мы планируем снова на том прекрасном каньоне. Здесь должна была быть резкая вставка, как мы такие просыпаемся утром на каньоне, живописном, идем купаться и продолжаем наш путь. Да ни хера, я не знаю, мы вообще доедем сейчас. Я вообще не вижу дорогу. Я еду сейчас чисто вот по фонарям той машины, которая едет, очевидно, вот просто за грузовиком. А за кем там едет грузовик и на что он ориентируется, я не знаю. Может быть, вы сейчас все вместе улетим в пропасть. Вообще не вижу, блин. Судя по тому, как вода брызжет из-под колес, мы уже по реке едем по какой-то, а не по дороге.
Такой вот Виталий человек, вот идешь такой в туалет, вот максимально глубоко в лес, вот, чтобы точно тебя никто не нашел. А там Виталя. Что там делал? Я снимал твою жопу. Ночевать пришлось на той же самой полянке, и мы снова повстречали того грузина, который предлагал продать нам водопад. Правда, на этот раз мы уже сами думали, не продать ли ему те места, которые мы нашли в прошлый раз. И мы снова оказались в том самом каньоне, в том самом месте, которое нашли в прошлый раз. Тогда мы были здесь уже вечером, и нам, честно говоря, не хватило. Решили начать свой день с красоты и единения с природой. А сваливать отсюда мы были готовы только тогда, когда окончательно заморозили булки. Да, здесь очень холодная вода. Мы сейчас заехали по пути в Кутаиси, в лучшую хинкальную, которую рекомендовали комментарии. Это что нашел Виталий. Здесь не знаю русского языка, но это, собственно, одно из сознаний этой поездки. С хрена ли вообще они должны знать русский язык? Это нормально, мы в другой стране. И люди, которые говорят, что здесь грузины демонстративно не знают русский язык, блин, засуньте свой язык в жопу. Вы приезжаете в чужую страну, дослушайтесь, выучитесь несколько раз на грузинском, дослушайтесь, умеете разговаривать на английском. Наша коммуникация часто начинается со слов «Гважева», вы понимаете по-русски, «or maybe English». И тут уже, в зависимости от того, как реагируют, либо по-русски пытаются говорить, либо по-английски. Потому что мы проявляем какое-то уважение и даем понять, что мы готовы разговаривать на нескольких языках. Люди, с которыми мы общаемся, часто пытаются говорить по-русски. Какие-то фразы, какие-то слова, которые они знают, понимают, они пытаются их сказать. Часто непонятно, часто очень ломано, но все равно коммуникация происходит. Да, мы несем это с собой в понтовых коробочках, потому что мы не можем поесть внутри, потому что у нас, долбанный пес. С ним не пускают. Здесь прям бульон налили. Это коробка с бульоном. Охренеть. А сейчас еще будем кусать, но они тоже, наверное, сочные с бульоном. Они огромные, они реально огромные. Да, напомню, мы же собирались в Армению. Но оказалось, что с собакой в Армению ехать идея рискованная, потому что из Грузии в Армению с собакой выпустят, но обратно могут не пустить, потому что Армения в красной зоне по бешенству, и нужны титры, которых нет, которые не требуются, когда ты заезжаешь из России. У меня есть все варианты, как это можно сделать полулегально, типа того, что выпустить собаку, чтобы она шла за машиной и сама с собой нелегально пересекла границу. Но все же это рискованный вариант, и ребятам не нравится, очевидно. Поэтому мы сейчас едем не в Армению, а мы сейчас едем искать жилище на границе с Арменией, где с ребятами на денек-другой разделимся. А ребята нас подождут, и у них будет еще время вкусить хинкали, хачапури и Грузии. По-хорошему, чтобы полностью прочувствовать Грузию, нужно было ехать в Сванетию. Но, во-первых, я хотел повидаться с братом, который как раз на тот момент был в Армении. А во-вторых, мы решили, что прикольно будет за одну поездку посетить сразу две страны. Потому ребят сегодня мы оставим в Марниуле. Какое-то абсолютно непопулярное место здесь нет. Хостелов, отелей, ребят заселить. Но есть таксисты-азербайджанцы, которые просто объясняют, там, типа, идешь туда, налево, потом направо, вот такую-то дверь стучишь, и вот там будет суда Б, который вот тебя поселит к себе за 10 лари. Какая-то стрёмная максимальная тема. Не стал налево. Давай у этих ребят. Ну и вполне ожидаемо, никакой женщины мы там не нашли, и меня чуть не покусали собаки. Это какое-то максимально стрёмное место, и что мы не знаем, куда пристроить ребят, где они будут нас ждать. Сегодня мы опять по-уродски спим. Гостишка для ребят вроде бы как решилась. Следующую ночь они, значит, там
Эта ночь у нас по-русски абсолютно прошла. Мы в машине просто где-то вдоль трассы. А ребята, вон они, палаточки стоят. Сегодня мы их решили оставить здесь, они будут отсыпаться, в отличие от нас. А мы в Армению. Оказалось, что Марниули, где мы оставили ребят, это какое-то азербайджанское гетто, и там все очень плохо с гостиницами. Идея заночевать в древней крепости тоже не выгорела, так что это была очередная уродская ночевка в машине у трассы. Армения нас так же, как и Грузия, встречает какой-то, не самой лучшей погодой. Надеюсь, что к вечеру завтра распогодится, потому что там, со слов моего братишки, здесь очень красивая природа и очень приятные люди. По поводу приятных людей, кстати, мы это уже заметили. Мы зашли в пункт обмена, который прямо на границе, и нам меняло в обменнике, в банке сказали: братишка, зачем тебе здесь менять? Здесь невыгодно. Давай чуть дальше, там чуть выгоднее. Капец, это приятно. Они какие-то суровые, нелюдимые, но при этом приятные, с ними приятно общаться. Герой впечатления. Посмотрим, что будет дальше. Разница менталитета армян с грузинами ощущается ярко. Грузия, она серьезная, европейская и строгая. Армения же понебратская, простая и легкая. И у нас есть 3500 драм. Мы... Богачи. Да, мы купили симку, мы заплатили рублями, и нам сдали сдачу драмами. Вот оно, наше богатство. 2000. Новенькая 3000. И 500. Да, к рублю здесь относятся нормально, и местами даже принимают к оплате. Люди здесь открытые и доброжелательные, здесь ты буквально для всех братишка. Штрафы здесь тоже высокие, но с большей вероятностью с приезжих их трясти не будут. Дороги здесь не хуже, чем в Грузии, а природа и пейзажи завораживают. Я недавно понял, что мне в принципе нравится находиться в горах, нравится ночевать в горах. Потому что в горах возникает ощущение того, что земля живая. Ты видишь не гребаный плоский горизонт, видишь вот это. И вот смотришь на это, и возникает ощущение, что планета жива, что она двигается, она меняется, она шевелится, она дышит. И образуются вот эти вот складки, образуется то, что для нее является лишь морщинами, а для нас чем-то местами даже непреодолимым. Чем-то, на что мы тратим много времени и сил, чтобы просто хотя бы забраться наверх и посмотреть на нашу же землю с высоты этих ничтожных для нее складок. Яна Витальевна, ты в Ереване, Армения. Кто не была за границей вообще, то сразу две страны шлепнула. Почему бы и нет? Как тебе город? Пока очень приятное впечатление. Очень красивый проспект. Сейчас еще пройдем, прогуляемся, посмотрим. Сейчас сначала встретим одного узбека-айтишника. Дальше я уже мало что снимал, так как в основном общался с братом. С ним я не виделся давно, так как он много колесит по миру, и пока что, с его слов, самое приятное место, где он был, это Армения. И на сегодня он стал нашим гидом по Еревану. За то время, которое он здесь провел, он успел проникнуться страной. От него же мы узнали некоторые интересные особенности культуры, истории и языка. Например, здесь можно буквально парой слов выразить глубочайшее сопереживание и поддержку, что в переводе же на русский язык займет целое предложение. Здесь действительно принято обращаться друг к другу с приставкой «джан», типа как братишка. А словосочетание «шашлык-машлык» — это не просто рифма. Под этим подразумевается процесс застолья. И здесь же мы поняли, что те самые армяне из Сочи — это совсем не те настоящие армяне, которые живут здесь. Уже за первый вечер все мои впечатления от страны, города и людей тоже можно было охарактеризовать одним словом – приятно. Ну и, кстати, что удивляет, здесь, в Армении, действительно еще не было проблем с тем, чтобы с кем-то изъясняться на русском языке. Это раз. И два, здесь, в принципе, очень много где даже вывески дублируются на русском. Я так понял, все знают русский? Все знают армянский, русский, английский, кто-то еще французский и итальянский, потому что армяне итальянцы. Реально кайфует, мне это очень нравится.
в Армении начинается второй и последний день. Это номер, который мы сняли за всего лишь 3 и оплатили карты МИР. Да, здесь в Армении можно оплачивать карты МИР. При того, чтобы останавливаться в каких-то квартирах, номерах, что из некоторых из них виден Арарат. Правда, есть один маленький такой неожиданный нюанс. Арарат, он оказывается не в Армении. Он, в Турции. Он так близко и так далеко. Я думал, что граница Турции и Армении проходит прямо по горе, а оказывается нет. Арарат полностью находится в Турции. И из Армении, хоть он является чем-то святым для самой Армении, он доступен только посмотреть просто издалека. Вот он наш. Я не знаю, как это работает, но уже на 2-й день здесь я проникся страной настолько, что мне было обидно и за Карабах, и за Арарат. Мы решили проехать остаток Армении, чтобы хотя бы с границы посмотреть на Арарат поближе. Кстати, о том, как священный армянский Арарат оказался в Турции. Ранее я говорил, что Сталин забрал у Турции Батуми для Грузии. Ну так вот, взамен он отдал туркам Арарат. Зачем он им? Не совсем понятно. Это какой-то канал, за которым еще чуть-чуть пройти, и начинается Турция. Но, наверное, сейчас мы это делать не станем. Потому что это незаконно. Еще один очень приятный момент в Армении. Цены? Примерно как в России. Особенно это ощущается после Грузии, где раза в 2, 3, 4 дороже, чем в России. Единственный момент, конечно, нужно привыкнуть к местным ценникам. Гиперинфляция, все дела. Как это ни странно, но за 2 дня Армения успела нам понравиться даже больше, чем Грузия за неделю. И, возможно, в будущем мы сюда еще вернемся. А пока, еще раз повидавшись с братом, мы двинули обратно к ребятам в Грузию, чтобы вместе ехать домой. И мы в Тбилиси. Посреди ночи, когда мы добрались до Тбилиси, мы их нашли в поле рядом с водохранилищем. Сейчас надо похавать и в спокойном темпе рвануть через границу. Что, Виталь, живой? Как тебе Мариуполь? Зачем тебе мои яйца? Уйди от меня. Долбанайкл нам палатку порвал. Увидел нашу палатку, залез и пытался проникнуть всячески. Соскучился за 2 дня. Я просто просыпаюсь от того, что палатка трясется. У меня лицом, типа, собачья морда такая. Да вообще мы так испугались. Как вам этот Маргаринелли? Маргаринелли? Ну, это азербайджанский колорит. Хорошо или плохо? Ну, все по-азербайджански. Это хорошо или плохо? Ну, Он как-то очень политкорректно говорит. Короче, программа про путешествие показывает, что типа вот хорошо, а потом показывает темную сторону. Вот мы побывали на темной стороне. Нас везде обманывали. там, где у них не висят ценники, там они цену сразу придумывают из головы. Надо покупать только там, где висят ценники. По сути, на этом наше небольшое приключение заканчивается. Меньше чем за 2 недели мы объехали почти всю Грузию, повидали и прониклись Арменией, и теперь готовы ехать домой. Осталось только сплавить остатки валюты. Разменяли сейчас, прям просто подходили к людям и предлагали, по выгодному курсу 26 лари за 1000, который можно найти только в Тбилиси. А мы предлагали поменяться, и, собственно, желающие не быстро, но нашлись. Как по мне, повидали довольно много. Настолько много, что Яна Витальевна даже не помнит, что мы делали. Хронологию событий сложно отследить. Вот. Из новостей. Я сейчас уронил семечку, пытался ее поднять себе. Какой семинар. Я чуть не врезался в лоб.
машины. Я ушел с удара легко и непринужденно. Легко и непринужденно. Теперь мы все свезем семечки, чтобы Марсель больше не остался. Без семечек я уснул. Навсегда. И мы приехали. Ребят, собаку не забудьте. Шалость удалась, Яна Витальевна. Угу.